Приветствую вас на канале «Две войны». Многие слышали о множественных попытках устранить Адольфа Гитлера. Как правило, это пытались осуществить члены подпольного сопротивления или же собственные генералы, у которых, кстати, один раз это почти получилось во время операции «Валькирия». Однако планы по устранению фюрера были у Советского Союза. Однако сам Сталин не давал этому случиться, и в этом видео мы разберемся почему. Первый раз руководство СССР планировало уничтожить Адольфа Гитлера в случае взятия Москвы немцами. Однако из-за героической обороны столицы этот план потерял свою актуальность. Чуть позже операция была доработана. Планировалось уничтожить фюрера в самом сердце его войск, в Ставке. Однако в 1943 году Сталин отдает резкий приказ об отмене этой операции. Еще один шанс на устранение Гитлера был в СССР в 1944 году. У советской разведки был доверенный человек в рядах германской армии. Он намеренно сдался немцам. Скорее всего, это был кто-то из коллаборационистов, так как, пользуясь большим доверием, благодаря сотрудничеству с врагом, он мог получить доступ непосредственно к самому фюреру. Но и в этот раз Сталин неожиданно прервал операцию, хотя, скорее всего, все могло пройти удачно. Почему же Сталин спасал фюрера? Сталин не был глупым человеком, да и война уносила жизни многих людей и наносила мощные удары по советской промышленности и экономике. Почему же тогда он так поступил? Вот мои предположения на этот счет. Первый вариант. После устранения Гитлера, по большей вероятности, его место занял бы Гиммлер, фигура весьма непредсказуемая. Глупо было надеяться на какие-то изменения внутри германского государства, выгодные для СССР. Гиммлер был еще большим антибольшевиком, чем Адольф Гитлер. Вторая версия. Опасность заключения сепаратного мира с союзниками. Этот момент был вполне очевиден. К примеру, немецкие офицеры после устранения фюрера планировали заключить перемирие именно с западными странами, а не СССР. Дело в том, что западные страны изначально весьма лояльно относились к Гитлеру. Для Советского Союза это было бы серьезной проблемой, ведь в этом случае ему пришлось бы воевать с Германией в одиночку. Третья версия. Уничтожение Гитлера едва ли помогло бы остановить войну. Дело в том, что даже генералы, негативно относившиеся к Гитлеру, желали мира только с западными союзниками. Проще говоря, война с Германией продолжалась бы, пока у власти была партия НСДАП, а смена лидера не привела бы к значительным изменениям. В заключение хочу добавить, что даже в самой продуманной и подготовленной операции есть фактор случайности. Возможно, Сталин боялся неудачи и не хотел терять бесценную агентскую сеть и повторять горький опыт Штауфенберга. А как вы думаете, почему Сталин не отдал приказ о ликвидации Гитлера? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, все это очень поможет в его продвижении.